И всем снова привет из Филиппин. В этом ролике я пообщался с еще одной русско-филиппинской семейной парой, с Алексеем и Дженни. Ребята совсем недавно поженились и сейчас ждут ребенка. Я надеюсь, их история будет для вас интересной. Леш, привет. Привет. Спасибо, что согласился встретиться. Спасибо, Серег, что позвал. Расскажи немножко о себе, как давно ты приехал на Филиппины и чем занимался до переезда. Мне сейчас 33, приехал я уже год и полтора примерно, к 2 там идет все. Занимался я до этого спортивным питанием. У меня был небольшой бизнес в Москве. Когда уезжал, у меня был 1 магазин, но максимально у меня было 3 в одно время. И всего у меня было, наверное, 5. Ты занимался бизнесом в основном? У меня был, небольшой бизнес. Это в основном розничные продажи спортивного питания, оборудования, всяких мелких экспандеров, такого, для фитнеса, все для фитнеса. Ты из Москвы, как я понимаю? Я родился в Подмосковье, но последние 10 лет до этого, до Филиппин, я жил в Москве. Леш, скажи, пожалуйста, а что тебя смотивировало уехать из страны? Это были личные причины, либо это связано с тем, что стало происходить в России? Меня это не раз спрашивали, так что у меня ответ на этот вопрос есть, я не стесняюсь. Впервые я захотел уехать из России, когда я путешествовал с отцом. Мне было лет навскидку 12-14. Мы поехали куда-то, по-моему, в Египет, и у нас было... называется бунгало, но это номер, комната отеля на пляже. Прям буквально открываются стеклянные эти двери, и вот он сразу песок. До моря там буквально, я не знаю, шагов 20-30. То есть меня это прям поразило, и мы там были, наверное, неделю или 2, я не знаю. И когда мы возвращались, я думал, а зачем мы уезжаем? Тут здорово, и все время тепло, зачем ехать туда, где холодно? И это у меня сидело, я думал уехать много-много лет, но постоянно были какие-то вещи, которые меня держали. Отношения, бизнес, друзья какие-то, группа, я не знаю, как сказать, тусовки, общение, какая-то и мы вместе проводили много времени. И как-то мы с другом, с одним, обсуждали уезд, и он уехал на Бали в итоге. А у меня были отношения, и я, как-то не решился я их закончить. Моя девушка не была готова уезжать. И, в общем, он уехал на Бали. Я думал, как он там живет? Там же остров, и что он там под пальмой лежит? И что там вообще? У меня было такое представление, но прошло, я не знаю, 5 или сколько там лет, 7. И вот я тут, тоже на острове, тоже под пальмой. Оказалось, все совсем не так, как я себе изначально представлял. Тут тоже есть жизнь, может быть, она не так социально насыщена, как там театрами и такими вещами. Но это полноценная жизнь, ты общаешься с людьми, находишь друзей, отношения строишь, бизнес можешь строить. То есть это все так же полноценно люди живут. Да, немножко другая культура, но в целом глобальной разницы я существенной не заметил, как я ожидал. То есть у меня эта идея зрела много лет. И в 2019 я уже прям думал, я думал в США ехать, открыть бизнес там тоже. И когда 2 бизнеса существуют, ты можешь доказать их сопричастность к одному владельцу, тебе дают бизнес-визу, после которой ты можешь получить грин-карту. Я думал, такой путь во Флориду, и мне так это все нравилась идея. Но потом случился коронавирус, я решил, что лучше никуда не соваться, потому что постоянно правила меняются и усложняются, маски, не маски, тут выходить нельзя, тут можно, везде в странах все по-разному. Тем более, если попадешь в Америке на лечение, это такое прям очень затратная история, даже если у тебя там, грубо говоря, простое обследование. В общем, я решил, что лучше переждать в знакомой обстановке, и там уже будет видно. Поэтому я остался еще на 2 года. И 2022 я общался со своей тогда на тот момент девушкой, и она сначала думала со мной поехать, но эта идея ей не полностью резонировала, то есть она мне сказала, что все-таки Москва, там ее жизнь, там ее родители. Но пока вы собирались ехать в Америку? Да, мы оба подали в лотерею грин-карт наши анкеты, то есть мы реально думали туда ехать, но последний все-таки момент она решила, что это не для нее. И у нас взгляды на будущее разошлись, несмотря на то, что мы были очень комфортной парой, все было хорошо, у нас не было каких-то серьезных конфликтов, там ничего такого. В итоге мы из-за этого разного видения будущего, оно как-то дало брешь, и мы все-таки разошлись.
Когда мы разошлись, какое-то время я был один, грубо говоря, погрустил в Москве, да, и, наверное, может быть, около года, может быть, полгода, я точно не помню. И, в общем, случилась война. Я понял, что с каждым днем жизнь вокруг меня становится хуже, а не лучше, и значительно. То есть каждое утро я открываю новости, что-то происходит плохое. То есть обязательно. Я вот за все эти 2 года примерно войны я не видел никаких хороших новостей, я не помню их, с России. И вот каждый день это угнетало. То есть в начале самой войны я понял, что надо закрывать магазин, продавать магазин и как бы высвобождать деньги и ехать. То есть я попытался его продать, но это достаточно история долгая. То есть продать магазин там за, я не знаю, месяц, это сложно. Бизнес все-таки он подольше продается, поэтому я начал. И в то же время я думал, что если это меня затянет, я не готов сидеть и ждать, как бы рисковать тем, что меня заберут в армию или посадят в тюрьму там за что-то. Я смирился с тем, что я понесу убытки, какие бы они ни были, возьму все, что есть, и уеду. Я устроил распродажу, обзвонил своих клиентов, делал им скидки, тогда еще доллар пошел вверх. То есть я даже не делая накидки уже был ниже рынка. Поэтому я распродал все достаточно быстро, месяца за 1,5, и высвободил деньги. Побыл у родителей, наверное, месяц или 2 примерно, пока я думал, куда я поеду, потому что у меня не было готового ответа, куда я еду. То есть у меня был ответ только, что я еду отсюда. Потому что мысль зрела, что я еду в теплое место много лет. Во время войны я понял, что надо мне просто вот ускориться. И нет времени на раскачку, как говорит наш, сами знаете кто. А почему ты все-таки выбрал Филиппины? Как ты здесь оказался? Ну вот, когда я закрыл магазин, со старта войны я начал смотреть видео экспатов, туристов, потому что мои знания о географии были очень ограничены. Я вообще не знал о государстве Филиппины. Я слышал такое название, но вот если меня спросить, типа, где, я скажу, не знаю. То есть даже я не знал, что это Азия и что это, где это. И я начал смотреть. Естественно, самые популярные варианты первые были Турции, Египет, но они не были мне близки. Я понимал, что если я поеду в Турцию, например, для меня это будет какой-то временный такой пункт, который не даст мне спокойно жить. Потому что я не смогу там строить семью, я не смогу там строить бизнес, если у меня будет идея, что через какое-то время надо уезжать. Плюс запас денег, он опять же ограниченный. То есть я не могу себе позволить путешествовать по миру, не имея дистанционного дохода. Поэтому мой вариант был найти что-то вот максимально подходящее и туда поехать. То есть я, естественно, смотрел Таиланд. В Таиланде там очень мне не понравилась история с визами, потому что это, такое сложное, то ли учиться там надо, то ли еще что. И в одном из видео я увидел нашу русскую девушку, не помню, как ее звали. Она была на Миндоро, на острове. И, значит, в своем видео она сказала, типа, это вот очень дружелюбная страна для туристов, типа, 3 года живи, выезжай на день, 3 года живи, и так вот сколько хочешь. Меня прям это сразу зацепило, то есть следующий месяц я смотрел все видео только уже о Филиппинах. Это был очень важный для меня момент, и остальные пункты начали сходиться. Климат, люди, хотя я это не писал в свои, как бы, такие потенциальные желания, я считал, что, в принципе, люди, вот где приедешь, там будешь искать хороших людей. Но очень хорошие отзывы о населении на Филиппинах, о филиппинцах, о филиппинках. Это по большому счету правда. Не говоря, что все филиппинцы и все филиппинки как святые, да, такого я говорить не буду, но если мы берем общий срез, очень дружелюбный народ. Поэтому я вот набрал себе много-много пунктов, сказал родителям, что вот я выбрал, мне нравятся Филиппины, мам, смотри, тут вот так, и это все выглядит очень здорово. И она говорит, если ты типа решился, то что сидишь, тогда бери билеты. Вот это меня подтолкнуло, я взял билеты, поехал в Манилу, естественно, первый рейс, потому что из России можно добраться только в Манилу или в Сибу. Я решил, Манила это, во-первых, там было подешевле билеты, и это столица, оттуда можно во много-много точек самолетом перелететь. Естественно, я ожидал, что Манила, скорее всего, мне не понравится. Если люди посмотрят видео о Маниле, достаточно колоритное разнообразие между совсем трущобами откровенными и супер лакшери дорогими пару районов там. Разница очень большая. Моря особо там как-то такового вот нету, да, то есть надо куда-то ехать. И очень густо населенная, то есть нищета, она намного больше вокруг тебя, чем какие-то роскошные там пару кварталов. То есть я сразу понял, что это не мое. Я побыл там буквально день, я понял, надо скорее брать билет куда-то, потому что я просто трачу тут время. И у меня был выбор либо поехать на Миндоро, где я смотрел вот эту девочку, либо поехать в Думагети, потому что о Думагети было много отзывов уровня, знаешь, что тут
все в среднем очень хорошо. А как ты узнал про Домагеты впервые? Я был в чатах в Телеграме. То есть у меня есть стратегия. Если очень ограниченное время на поиск информации, нужно доверять большинству. Что означает большинство? То есть большинство — это наиболее частые упоминания чего-то. Островов, мест, городов. То есть я себе выписал список из 15 примерно мест, которые наиболее часто встречались среди российских экспатов. При этом я смотрел иностранных тоже, но они примерно совпадают. То есть из этого списка я себе выбрал Домагети, потому что отсюда легко до Сибу, отсюда легко на Бохол, отсюда можно на Сикихор, можно там на другие острова. То есть в целом достаточно легко будет отсюда куда-то выбраться. Я думаю, поеду-ка я вторым местом сюда, и если мне что-то не понравится, я попробую там Сибу или что-то еще. Но приехав сюда, я был очень приятно удивлен. Это очень хорошее место для меня. Опиши, пожалуйста, свои первые дни после приезда в Домагети. У тебя были здесь какие-то знакомые? Вообще, как сложно у тебя происходила адаптация после переезда? У меня тут не было никого знакомых, ровный ноль, ни иностранцев, и вообще никого. Ну, то есть я путешествовал до этого в другие страны. Я люблю углубляться в обычную жизнь. Жить в каком-то месте, где живут примерно местные, да, то есть не в отеле, где только туристы. Я люблю ходить в места, где едят местные. Ну, как-то вот почувствовать местную жизнь. И я так и сделал. То есть я в первый день приехал, и меня что удивило, у меня стали болеть мышцы от того, что я стал улыбаться, потому что люди улыбались. Это с непривычки было очень сложно. Люди улыбались, говорили «доброе утро» мне все. Это меня так впечатлило, и, естественно, я им отвечал, мы там с кем-то общались, что-то еще. Я арендовал сразу байк, хотя до этого я ездил на байке всего один день в жизни, на скутере. Но примерно год или полтора я отъездил на моноколесо. В Москве? В Москве, да. Моноколесо — это одно колесо, то есть, соответственно, на двух в 10 раз легче, да. И поэтому я очень легко сел на скутер, у меня не было никаких сложностей с этим. Взял я его на неделю, чтобы поездить по округе, найти пляжи, найти кафе, найти места для жизни. И там уже выбрать какой-то апартаменты, какой-то резорт или отель, вот что-то такое. Ты в отеле жил первое время? Первое я снял одно из самых дешевых, примерно за 1000 песо комнату. Но за 1000 песо это было приличное качество комната. Хотя, просто я поискал подольше и выбрал хорошее. Мне там понравилось, то есть без излишков. Там был кондиционер, была кровать. Внутри туалет, ванна. Собственно, что мне еще нужно? Все закрывается, я оставил там вещи. Это был отель? Да, это был баджет-отель, так он называется, по-моему. И начал ездить, я нашел пляж в Дауэне, я нашел пляж вот примерно тут, в Баконге. Я поездил по округе, начал искать на Фейсбуке еще. На Фейсбуке очень много кучи всякого хлама, не так уж просто найти. В общем, я решил, что надо просто ездить, как советуют многие экспаты, по местности и своими ногами искать места. Я проезжал мимо одного комплекса апартаментов, и мне понравилась тишина вокруг. То есть прям вот тихо, это было примерно 200 метров от дороги, от центральной. То есть это легко выбраться оттуда без всяких там горных местностей. Там в основном были экспаты, которые на долгий срок там живут. То есть порядка 20, наверное, номеров. Все там были, кроме там одного товарища, тихие и приличные люди. Но это уже история отдельная. Вот. И, в общем, мне там понравилось. Было очень бюджетно по цене. Достаточно бюджетно. То есть я снимал за 13 тысяч песо. На тот момент рубль к песо был 1 к 1. Сейчас один примерно 1,8. В общем, тогда это было 1 к 1. По сравнению с Москвой я снимала за 35 плюс коммуналка. Ну, грубо говоря, там к 40 примерно выходила. Большая разница, да. Я заехал туда, прожил там полгода. Обзавелся многими знакомствами, иностранцами, русскими. Но в основном я общался с местными и американцами. Я хотел влиться в среду, изучать английский и вот адаптироваться к жизни. А в Москве ты тоже снимал жилье? Да, в Москве я снимал, хотя я родом из Подмосковья, но ездить мне не нравилось, поэтому я просто снимал там, где мне нужно было. То есть если у меня был магазин в одном месте, я снимал там. Я продал там магазин, переехал в другое место, там открыл новый, и я всегда снимал где-то рядом, чтобы не ездить. Я не люблю ездить. Привет! Привет, Джен. Расскажи, пожалуйста, о себе. Откуда ты и сколько тебе сейчас лет? I'm Jenicel and I am 24 years old. I'm from Shaton and I stay here now in Bacong. У тебя есть какое-нибудь образование, кроме школы? I have education until high school only. I didn't do college. Где ты так хорошо выучила английский?
I learned English because I used to read stories before. Yeah, and I'm interested in English language. But I'm not fluent in English, just know how to speak. Леша, расскажи, пожалуйста, а как вы с Джен познакомились? Мы познакомились на сайте знакомств, но я знакомился везде. Я знакомился, естественно, в барах, на улице, среди знакомых. Это не первая девушка у меня на острове, то есть у меня было с чем сравнивать, у меня были до этого отношения. Я могу сказать, что отношения до нее с девушкой у меня были, наверное, самые худшие. Да, это было прям тяжело. Мы расстались спустя, наверное, месяц примерно. Потом я еще был в вольном таком поиске и вот встретил Джен. На сайте знакомств. Да. А что это за сайт был? Это был Tinder, то есть я использовал тут Tinder, Badoo, как и у нас в России, это все работает. Если ты идешь в бар, там можно тоже встретить любую девушку, и хорошую, и гулящую, какую хочешь, но соотношение будет разное. То есть, например, там одна попала случайно, пришла к подруге на день рождения, хорошая, и 99 пришли, которые там каждый день находятся. То есть можно найти везде. Но Tinder это такой вот сайт знакомств, такое место, где ты можешь найти тех девушек, которых ты не можешь найти нигде. Потому что филиппинки очень часто, они стесняются, они могут никуда не ходить, они могут сидеть дома, они могут видеться только с своими подругами. Очень много таких девушек, и для себя я рассматривал одну из таких, которая будет чем-то занята, которая не будет ни в барах, ни где-то вот в каких-то тусовках общих, будет там либо работать, либо учиться, либо что-то делать. И в моем случае она просто работала помощницей у своих пожилых родственников. То есть она там была занята, ну, грубо говоря, 24/7. Я не говорю, что она 24/7 что-то делала, но быть на страже, да, если там у пожилого человека что случится, она вот всегда была как бы где-то рядом. Она сидела там, скучала большую часть времени, зашла на сайт знакомств, и вот мы там встретились, мы переписывались, наверное, месяц, может быть, 2. Трудно сказать, потому что она не могла выйти ко мне на свидание, потому что она была все время там занята. И вот мы пробовали раз, два, что-то постоянно происходило. У меня уже такой был момент, что, знаешь, находишь, когда меньше всего ищешь. Вот у меня было ровно так. То есть я решил, что я устал от свиданий, я устал куда-то с кем-то что-то ходить, тусоваться. Я увлекся своей работой тут, и я решил, что вот мы с ней уже давно переписываемся. Ну, как бы, ладно, мы и встретимся. Но вот больше мне уже не хотелось в ближайшее время куда-то ходить, какие-то бары, что-то. И вот мы встретились, как-то это оказалось многообещающе, то есть и у нас закрутились отношения. Она ушла со своей работы, потому что платили ей мало, а занятость большая. И стоял выбор, что либо она едет к себе в родной город, либо я могу ее взять к себе, что, в принципе, мне не доставляло каких-то таких прям проблем. У меня стоял вопрос, либо съезжаться, либо просто постоянно вот куда-то ездить к ней. Я решил, что лучше как бы нырнуть с головой, попробовать съехаться, пожить, быстро понять, подходит, не подходит, как бы нравится, не нравится. Если не нравится, легко разъехаться, да, потому что, ну, это легко сделать на начальных все-таки этапах отношений. Мы съехались, пожили какое-то время вместе и только вот сыграли свадьбу. Сегодня день свадьбы Алексея и Дженни. Расскажу немного о том, как проходила свадьба Алексея. После сбора всех необходимых документов, подачи всех заявлений в один из местных муниципалитетов, на что у ребят ушло, наверное, около 3 месяцев, и прослушивания обязательных лекций об ответственности вступления в брак, им назначили день, в который будет проведена церемония. Обычно документы подают в муниципалитет того города или района, в котором живут, но это не обязательно. Иногда, чтобы застолбить за собой более удобную для себя дату, можно расписаться в муниципалитете другого города, что в принципе ребята и сделали. Церемония происходила там же, в конференц-зале муниципалитета, а проводил ее никто иной, как сам мэр городка Валенсия. Он зачитал основную часть, ребята подтвердили свое согласие на вступление в брак и дали клятву друг другу в присутствии свидетелей и гостей. Из гостей были в основном американские и русские друзья и коллеги Алексея, а филиппинская семья невесты почему-то постеснялась приезжать на официальную церемонию. Они остались в доме, в котором проходила неофициальная часть мероприятия, и занимались готовкой. Филиппинцы, особенно те, что не богатые и из провинции, почему-то очень стесняются находиться там, где много иностранцев. What do you feel now? Are you happy? Of course. Yeah, like I can't explain myself. I'm so happy. Is it your first time? What kind of question? Of course, it's my first time.
После завершения официальной части в муниципалитете и фотографирования, гости отправились праздновать свадьбу в дом на побережье. Ну а чем это закончилось, я покажу в конце этого ролика. Лёш, ты упоминал, что в России у тебя были серьезные отношения с девушкой перед тем, как ты уехал на Филиппины. Сейчас у тебя уже достаточно длительные отношения с Жен. По твоим субъективным ощущениям, в чем разница в отношениях с филиппинской девушкой и с русской девушкой? Мой ответ, скорее всего, тебя огорчит, потому что я убежденный сторонник, что можно найти любую девушку в любом месте. Можно найти плохую, да, условно, для отношений девушку тут, можно найти очень хорошую в России. Я никогда не скажу, что типа филиппинки лучше русских, но если мы берем средний срез по популяции, да, то есть условно 8 из 10 в Москве будут одного типа, 8 из 10 на Филиппинах будут немножко другого. И разница будет в чем? Что по моим ощущениям, вот сколько я посмотрел тут мир, опять же, я повторюсь, что можно найти любую, меркантильную, жадную, вредную, злобную, любую, но в среднем они не настолько материально ориентированы, простое семейное счастье для них, для многих приоритет. Они многие готовы принимать на себя женскую роль в полном плане, что готовить, убирать, вести хозяйство. Для них это не обязанность, а как бы вот естественное такое желание. Они получают удовольствие от заботы. Я когда-то отправил моему другу фотки местных девушек, он типа сказал, ну пришли мне посмотреть. Я ему отправил. Он такой, ну типа вот на любителя, он ответил, на любителя. И я оказался тем любителем. Мне очень нравится филиппинская внешность. Я оказался вот тем, кому это как раз подходит. А у тебя не было такого ощущения, что твои вкусы переформатируются со временем? Например, когда я сюда приехал, мне почему-то филиппинские девушки не нравились. И месяца через 3 я начал понимать, что, какие же они классные, как они мне нравятся. Почему-то изначально у меня такого ощущения не было. Ты знаешь, вот я тебе скажу по своему опыту в Тиндерах и Баду, когда я сидел в Москве, я обычно нет, да, нет, да. Тут как-то чаще у меня было да, чем в Москве. Как я вот сказал, что можно найти и страшных, и красивых, и умных, и глупых, и заботливых, и меркантильных, и самовлюбленных, кого угодно, но средний срез будет разный, поэтому мне кажется, у меня вкусы просто менялись от возраста еще. Леш, когда вы уже начали вместе жить с Жен, были ли какие-то аспекты, вот именно в бытовом ключе, которые тебе не нравились, либо которые вызывали недоумение, либо, может, вообще подбешивали какие-то вещи, именно вот в бытовом ключе? Опять же, также можно и в России встретить таких девушек, у меня такие примеры были, но у филиппинок это очень часто. У нас немножко была обратная ситуация, и она до сих пор происходит. Когда я чем-то возмущен, я очень громко говорю. И я не то, что человека ненавижу там или хочу его ударить, нет, но просто я эмоционально начинаю высказываться. Даже там не ругаясь, а просто типа, ну как это так? Для филиппинок это шок. Я не слышал никогда, чтобы филиппинцы орали, ну или может быть там практически никогда вообще. У них повышение тона в культуре не завязано, а у русских это нормально. У меня все друзья друг на друга орут, и не потому, что они друг друга ненавидят, а потому, что они эмоционально передают информацию. Для нее это шок, она вот как зайчик, знаешь, такая сразу в шоке. Сейчас я, естественно, стараюсь себя вести потише и доносить свои точки зрения поспокойнее. Но и она делает на меня поблажку, что просто вот такие русские, видимо, взбалмошные, да, какие-то вот. Вы вообще часто ругаетесь? Мы периодически ругаемся, я считаю, что это нормально, у меня не было отношений, где бы никогда мы не ругались. Если, мне кажется, люди не ругаются, это скорее подпитка большой бомбы, которая взрывается и они расходятся. У меня не было никогда таких отношений, чтобы, ты знаешь, вот каждый день мы расстаемся, типа. То есть такого у меня никогда не было, и сейчас такого нет. Мы ругаемся, но в основном это ссоры какие-то маленькие. Ну, условно, я ей там попросил протри сетку, да, москитную, она там не протерла, и я вот, что ты не протерла, да, вот. А я там занята, а я то. Ну и как бы через 5 минут мы уже не ругаемся. То есть это не что-то такое прям серьезное, но такие вот мелкие стычки, они происходят регулярно. Я не вижу в этом ничего серьезного, ничего важного. Были какие-то побольше ссоры, но опять же, мне кажется, они бывают и в отношении и с русскими у меня они были, и с любой национальностью они будут. Для меня это нормально. Не какие-то ссоры, что там драться и там кидаться друг другу посудой, но на бытовом уровне, по-моему, это нормально. Леш, а сейчас вы ждете ребенка. Скажи, вы планировали это или так получилось?
Ты знаешь, я вот не сторонник теории «так получилось». Я, конечно, понимаю, что иногда это случается, но гораздо реже, чем люди об этом говорят, что так получилось. Скажу откровенно, если вы не защищаетесь в интимном моменте, то не надо удивляться, что может быть ребенок, даже если вы не планируете его заводить. Так для меня и случилось. То есть это была девушка, с которой я был готов вести такую жизнь. И, естественно, я задним умом понимал, что в какой-то из дней, может быть, через полгода, может быть, через год, через 5, может быть, завтра это может случиться. И если я допускаю такие отношения, то я допускаю дальнейшую жизнь и построение с ней семьи. Потому что обычно 99% случаев я всегда был защищен, и для меня это был очень важный пункт, потому что я не видел дальнейшего развития. То есть мы дружили, общались, но я понимал, что это не та девушка, с которой я готов строить семью. В этом случае я понимал, что это возможно. Вот. Как твоя семья приняла Алекса и как они отреагировали на то, что ты выходишь замуж за иностранца и ждешь от него ребенка? Before, we just simply dating. And after that, I talked to my mom that I met Alex. Because before I have previous relationship, not so good. My mother don't like it. They like Alexi. They was happy for me that I'm going to get married with a kind person guy. Kind and bald. Yeah. Yeah, they're happy. They're happy for me. They didn't say anything negatively. They just happy. А если бы Джен сейчас не забеременела, ты бы все равно на ней женился, рано или поздно? Не явилось ли это катализатором к тому, что вы сыграли свадьбу? Правильно, это явилось катализатором. На Филиппинах какие причины для женитьбы? То есть ты получаешь местное резидентство, ты уже не турист, а местный, более местный, ты можешь работать, ты можешь там заниматься каким-то бизнесом, ну то есть это делается уже проще. Это значительный плюс. То есть может быть брак по расчету, например, с точки зрения женщины или мужчины. Один из них может считать, что партнер обеспечен и имеет смысл жениться, да, то есть это вторая причина. Третья причина – дети. То есть я вижу 3 глобальных причины, почему, в моем понимании, имеет смысл жениться. Если этих причин как бы нет, то я не вижу глобальной разницы между сожительством и женитьбой. В моем случае, то, что она забеременела, я понял, что это достаточно хороший повод, причина для женитьбы. Я не видел никаких внутренних противоречий, для меня это было естественно. То есть я понимал, что ребенок может быть, я готов с ней строить семью, и я на это пошел, у меня не было каких-то прям серьезных сомнений, там, мук выбора. Для меня это было естественно. Это для меня было как бы естественно в моем миропонимании до Джен, и это естественно вышло в результате отношений с ней. Это то развитие событий, которое бы я хотел. Леш, а как твои родители отреагировали на то, что ты женился на филиппинке и сейчас вы ждете ребенка? Моя мама тут была буквально этим летом, ну, скажем, 4 месяца, 5 назад, да. Она знала, что я уже живу с девушкой, то есть она ее видела там по видеосвязи с нами, мы каждый день созваниваемся. Когда она приехала, мы жили вместе, ну, не в одной комнате, но в одном доме. Она очень хорошо ее восприняла, несмотря на то, что моя мама плохо говорит по-английски, они как-то более-менее общались, то есть я им переводил, она старалась понимать, и в целом они общались, дружили. У моей мамы не было никаких противоречий, что вот там она не нравится, что-то еще. Поэтому очень хорошо восприняли. И последний день ее пребывания на острове, на Филиппинах, у нас стала закрадываться мысль, что почему-то месячных нету, уже типа неделю. И мы решили сделать тест, и в последний день мы выяснили, что она беременна, то есть это был вот для нее такой сюрприз. И, ну, как бы, естественно, она была рада. Ну, ты маме рассказал об этом сразу. Конечно, конечно. А что и тянуть, что скрывать, когда можно донести приятную новость. И она обрадовалась, в общем, и уехала в Россию, в Москву с хорошим настроением и поводом приехать сюда еще, а может и на долгий срок. А папа? Папа сюда приедет в январе, он побудет тут опять же на отпуске, потому что он тоже хочет понять, подходит ли ему этот климат, влажность, температура. Он тоже задумывается переехать сюда. Они оба задумываются, но решение будет для них окончательное, когда отец уже тут побудет, поймет, почувствует, он вернется обратно, они там посидят, подумают, решат переехать, переедут, нет, это решение их, не мое. Отец поддержал твое решение завести семью на Филиппинах? Да, он у меня вообще очень оптимист и позитивный, конечно, он поддержал и был рад, и никаких сомнений у него не было. Леш, а как семья Джен тебя приняла? Ты знаешь, это было не так, как в российских семьях. То есть, например, когда я знакомился с девушкой в России, это обычно было такой, знаешь, фокус внимания на меня. Приходит мама, приходит папа, сестры, братья. Мы сидим и вот что-то там болтаем.
друг друга узнаем, какие-то вот ведем какое-то общение. Когда я приехал к ним, не хочу сказать, что меня игнорировали, но они как бы меня стеснялись. Это стеснение, скорее всего. Они практически никто не говорит на английском, ну там сестры говорят, но опять же они очень стеснительные, что даже не вся семья приехала на свадьбу. Мой вопрос, почему? Потому что они стесняются. Они стесняются, они не знают, как себя вести, вот тем более иностранцы. Но приехала часть семьи не потому, что они меня не любят, а потому, что они вот не поедут ни на какой праздник, потому что стесняются. Когда я к ним приезжаю, они сидят своей компашкой, ну, мы условно обмениваемся несколькими фразами там с мамой, с братьями, но это не такое полноценное общение, как у нас в России, когда тобой прям интересуются. Тут скорее Джен рассказывает маме обо мне, о нашей совместной жизни. Она как бы из своих глаз это ей вот передает. Смотри, многие ребята, кто встречается с филиппинской девушкой, сталкиваются с тем, что семья их партнерши так или иначе начинает клянчить деньги у иностранца. Ничего подобного не было с семьей Джен? И да, и нет. Во-первых, я не богат по меркам нашим московским, европейским, да, то есть по филиппинским, конечно, я более обеспечен, чем местные филиппинцы, но по своим меркам сейчас я нахожусь в худшей намного ситуации с точки зрения материальной, чем я был в Москве. В 10 раз хуже, условно. Джен, она знает, что свои ресурсы я оцениваю как скромные. Я не имею постоянной пенсии какой-то, как многие американские экспаты тут, да. Поэтому я не тот уровень иностранца, который обычно спонсирует местную семью. Но знает ли об этом местная семья? Она эту информацию донесла, что смысла с меня что-то спрашивать нет. Но опять же был один случай, когда они меня попросили помочь занять немножко денег, и я им занял. Для меня это было сумма, которую я готов просто безвозмездно им дать и забыть о ней. Но это реально очень маленькие деньги. Да? Но они не вернули ее. Еще нет, но я от них и не требую, потому что они реально живут бедно. Я когда к ним приехал первый раз, у них был шалаш, в котором 3 стены бамбуковые. То есть 4-я была занавешена. И в квартире нет холодильника, но было караоке. Святое. Святое. Поэтому у них в семье 9 детей, мама с отцом, ну, отчим сейчас, потому что первый отец умер, много лет уже как. Я видел, что они живут небогато, поэтому требовать с них эту маленькую сумму для меня, оно не принципиально. Но они с меня и не спрашивают каких-то там подарков, что-то еще, как обычно тут зачастую бывает. У тебя были серьезные отношения до Алекса? Yeah, I have serious relationship. He's a Filipino, almost 2 years, but he just cheated. It's a personal matter. Как я смотрю, многие филиппинские девушки предпочитают встречаться с иностранцами. Как ты думаешь, почему? I think foreigner more on not on cheating issues. Based of my observation, based of my experience before, foreigners more like sweet in public and sweet in a private. Yeah, sweet in both ways. But Filipinos, they just sweet in private, but in the outside, more on their shy person. Yeah, as long as it's kind and had a good personality, why not? Все думают, что филиппинки встречаются с иностранцами только из-за денег. No, it's not the reason for me. I don't choose someone like take advantage of their money. No. Леш, расскажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься на Филиппинах? Сейчас я занимаюсь тем, что я снимаю видео, у меня YouTube-канал, как у тебя. Ссылочку на канал Алексея я вставлю в описании к этому ролику. Но пришел я к этому не сразу, то есть я когда сюда ехал, еще в Москве накидал список того, чем бы я мог бы потенциально заниматься. Вот один из моментов был YouTube. Был момент, что начать какой-либо бизнес. Я много лет занимался розничной торговлей, то есть в принципе продавать что спортпит, что фрукты, по сути, это одинаковая история, то есть просто разные цифры там внутри. Я понимал, что, в принципе, я бы мог найти какого-то местного партнера, потому что тут иностранец не может полностью открыть бизнес, но есть разные варианты, как это можно осуществить. Еще я думал фриланс, дистанционный дизайн сайтов, приложений, вот такими вещами, потому что я этим немножко занимался для себя, я делал себе магазины, ну, то есть это не профессиональный высокий уровень, но как бы любительский. Я понимал, что я бы мог немножко подтянуть свой уровень и начать уже делать фриланс и, естественно, параллельно расти. Первые 3 месяца, когда я был тут, может быть, 2 месяца, я решил, что деньги у меня с собой есть, и это не прям к спеху срочно идти работать. Лучше, наиболее ценно понять, прожить местную как бы культуру, подходит ли это мне, то есть вот окунуться в местный мир. Я просто общался с людьми, встречался, куда-то ходил, на какие-то мероприятия, меня звали, в общем, со всеми общался.
И спустя 2 месяца я понял, что как бы это достаточно хороший выбор для меня. Я не говорю, что Филиппины это для всех. Я не говорю, что это идеально. Я говорю, что это очень хороший, почти совершенный как бы выбор для меня. Но это не значит, что это подходит всем. Значит, я решил, что это мне подходит, и решил попробовать с фриланса, потому что мне показалось это наиболее такое реализуемое. Потому что YouTube, нужно раскручивать несколько месяцев прежде первого результата, и он может не случиться вообще. Значит, я начал с фриланса, начал делать сайт, созвонился с какими-то индусами, приложения там, значит, мы начали какой-то вот обдумывать что-то это. И я понимал, что каждый раз, садясь за работу, я себя прям заставляю. А когда ты себя заставляешь, ты тратишь очень мало времени на работу. Ты тратишь много времени на то, чтобы себя заставить. В общем, спустя неделю, 2-3 я понял, что я просто не хочу этим заниматься, потому что, не нравится. Может, я и могу это делать, но мне это не нравится. Я решил, что не хочу, надо попробовать что-то еще. В общем, я был в таких творческих поисках, и я решил попробовать с YouTube, потому что цена входа в этот заработок очень низкая. Тебе нужен телефон, это микрофон за $10 и, собственно, стартуй. Если ты можешь делать какой-то контент, тебе не нужна дорогая камера, тебе ничего не нужно. Если ты можешь делать контент, потом докупай камеру, докупай дрон, докупай что хочешь, свет, звук, все что угодно, это уже потом можно докупить. А почему ты начал YouTube именно на английском языке? Это изначально был коммерческий проект? Отвечу. У меня был когда-то канал на русском, он до сих пор есть, я видео не удалял, но этот канал был сфокусирован о моем бизнесе, спортивном питании. Я записал с товарищем несколько роликов о том, как принимать, какие виды, что зачем. То есть просто такие вот информационные ролики, потому что ко мне приходили клиенты, они меня спрашивали, зачем протеин, сколько его пить, нужно ли мне, не нужно. Я просто им говорил, вот ссылка, тут 5-10 минут, посмотрите, если у вас будут еще вопросы, я вам отвечу. Но глобально там как бы вся информация базовая есть. И у меня этот канал был сам по себе, то есть он набрал там 1 миллион с чем-то просмотров, там 3000 с чем-то подписчиков, хотя я никогда не призывал там, типа, подписывайтесь, я никогда его не продвигал, то есть не старался там регулярно что-то вести. Я записал буквально там 10-20, может быть 30 видео, которые мне были нужны для магазина. То есть это у меня не был бизнес, я его не монетизировал, не включал монетизацию, ничего. Когда я приехал сюда, монетизация в России была запрещена уже. То есть если бы я это рассматривал как бизнес, это бесперспективно. То есть понятно, что некоторые экспаты смотрят, но это больше будет хобби, чем работа. Я хотел более социализироваться. Для меня это был такой очень сильный мотиватор учить английский. Я хотел записывать видео как бы для широкой аудитории, потому что до этого у меня был канал для узкой аудитории в России, тех, кто хочет заниматься в тренажерном зале, а я хотел записывать видео о своей жизни, о каких-то историях, какие-то интервью или что-то еще для людей как бы вокруг. Поэтому это для меня был таким мотиватором и учить английский, и развивать себя как, хочется сказать, блогера. Но говорить на камеру это все-таки навык. Это кажется, что может быть очень легко. Мне это нелегко далось. То есть, несмотря на то, что у меня был уже опыт записи YouTube, я записал первое видео и удалил все, потому что мне это совсем не понравилось, это ужасно, ужасный английский, он до сих пор у меня хромает и как бы несовершенный далеко, но на хромом английском сейчас я все еще записываю. Тогда я удалил все, прошло недели 3, и я встретил видео в YouTube, где один парень сказал, иностранец, что YouTube это навык, никто не рождается с тем, чтобы сразу вот легко записывать, может быть какие-то исключения, но глобально нет, поэтому если ваши первые видео ужасные, смиритесь, это нормально, у всех они ужасные. Откройте каналы тех, кто ведет давно, и те, кто их не удалял, они у них ужасные. Я открыл, они правда ужасные. И поэтому я принял, что я запишу видео ужасное, если оно ужасное, пусть оно будет ужасное, я постараюсь снять что-то полезное, чтобы как бы мне в прошлом было бы интересно посмотреть. Пускай они не будут насыщены видеомонтажом и какими-то вот такими моментами, которые ютуберы делают, да, чтобы оно было интересным, пускай оно будет каким-то скучным, но я буду каждый раз стараться делать что-то чуть-чуть лучше. И вот так вот я и записывал, я сделал себе челлендж записывать 30 дней одно видео в день. Я записывал практически 20 с чем-то, может быть 25. И, в общем, я записывал эти видео. И один из моих челленджей ко мне самому было найти кого-то, у кого есть 5000 или более подписчиков, и записать с ним интервью. Чтобы я записал интервью для людей,
но мне это было интересно самому. В общем, я так и сделал, и мне с нашего интервью, он тоже записал интервью со мной, пришло там человек 200 подписчиков на мой нулевой канал. Меня это, конечно, воодушевило, и было очень много поддерживающих комментариев, хотя я ожидал, что услышать типа: да твой английский, да ты уйди учи, да тебя вообще непонятно, твой акцент, блин. Я ожидал вот этого. То есть я готовился к худшему, а получил слова типа: молодец, мы тебя понимаем, ты решился на это, типа здорово. Меня это воодушевило. Я понял, что мне как-то уже не хочется бросать тех людей, которые на меня подписались, которые меня поддерживали. Мне хочется что-то продолжать снимать, и я старался делать лучше и лучше. Сейчас мои видео намного лучше того, что было раньше, но опять же мне настолько далеко до того, чего бы я хотел достичь. Ты уже вывел канал на монетизацию. Да, он у меня монетизируется, он мне приносит доход. Расскажи, пожалуйста, как ты монетизируешь свой канал помимо прямой рекламы от YouTube? Прямая реклама от YouTube достаточно небольшие деньги. Я снял вот недавно видео рекламное, то есть это уже какой-то новый доход для меня. Плюс я набрал себе аудиторию людей, которые интересуются этой местностью, либо тут живут, и они сами стали мне писать, типа: помоги мне, Алекс, я хочу там записать свой дом, я хочу там записать то, сё. Я стал им помогать. Первый я сделал вообще бесплатно. Я с них не спрашивал денег. Они мне сказали: можешь ли ты мне помочь вот это вот снять? Я сказал: да, я могу, в принципе, мне не сложно. И я снял там буквально первые 2 клиента. Были условно бесплатно. Я с них не спрашивал деньги, но они мне все равно прислали донаты уже после того, как я им скинул результат. То есть они сказали: спасибо, мы тебе благодарны, как бы вот хотим тебе немножко закинуть. Ну, как бы спасибо, я никогда не отказываюсь, говорю спасибо, но никогда не спрашиваю, чтобы люди мне прислали. И сейчас у меня уже было несколько таких клиентов, с которыми мы изначально оговаривали какую-то цену. И вот как бы с этого мне тоже приходят деньги. Плюс я стал заниматься недвижимостью, я не агент по недвижимости, я не имею статуса Real Estate Agent здесь официального, но выполняю сопутствующую роль. То есть я снимаю видео о домах, соответственно, клиенты, те, кто хочет продать или купить недвижимость, и так или иначе какие-то деньги тоже с этого перепадают. Ты снимаешь эти ролики про недвижимость для своего канала, либо для канала... Я делаю и так, и так. Последний был ролик у меня для канала чужого. Человек не хочет монетизироваться, он хочет записать видео о своем доме, о себе, даже без интервью, просто для воспоминаний, но хочет это сделать красиво. Я ему поснимал, я ему скинул, он в восторге, он выбрал музыку для своего видео, то есть ему просто нравится эта песня, я ее сопоставил с видео, сделал, чтобы это вот все сочеталось. Он очень доволен результатом, мы с ним оговорили деньги, и пока я действительно, я считаю, за эту работу я беру очень маленькие деньги по меркам иностранцев, американцев, потому что я работаю только с иностранцами, и я считаю, пока я не загружен как бы максимально, я буду брать маленькие деньги, а вот когда я уже буду загружен более чем я могу себе позволить, я буду повышать цену. У тебя сейчас есть источники дохода, кроме YouTube и около ютубной деятельности? Я бы сказал нет, потому что я когда уезжал, у меня еще был доход, у меня был магазин на Wildberries, я его открыл где-то за полгода примерно до отъезда, может быть там, я не знаю, месяцев за 8, точно не помню. Он у меня начал расти, я отгрузил туда раз, два, три, четыре, пять, я уж не помню сколько раз, но это небольшой все равно бизнес, у меня было там, не знаю, может оборот 1 миллион, может быть 1,5, я не помню. То есть по меркам вообще Wildberries это небольшие деньги. Это деньги, которые уже означают, что в принципе старт есть, загружай дальше товар, и оно будет как бы дальше расти. Естественно, не само по себе, нужно вкладывать усилия. Но перспектива была. Уезжая сюда, бизнес у меня там остался, и я оставлял себе контакты людей, которые могли бы отгружать туда товары, но без моего контроля я очень боялся за риски, потому что на Wildberries есть много штрафов, поэтому я все это сопоставил, решил, что я просто не хочу, я распродал все, что там было, и закрыл сотрудничество там. Ты уже распродавал, находясь здесь? Да, распродавал я еще полгода, находясь здесь, то есть у меня там оставался товар, я делал дисконты, распродавал, пока все под ноль не распродал. Но, естественно, я бы мог подгрузить туда больше товара, я бы мог заказать из Китая новый товар туда отгрузить, но я просто не хотел этим заниматься, мне хочется вот что-то другое. Пока моя работа, связанная с видео, мне нравится больше, потому что мой график свободный, я не должен нигде сидеть, я просто согласовываю какой-то день, еду, снимаю, получаю какие-то деньги или получаю потенциальный рост для канала или для видео. Леш, а расскажи, сколько вы с Жен примерно тратите в месяц? Какой у вас бюджет месячный?
Я могу сказать тебе достаточно точно. Я когда приехал сюда, я прокалькулировал свои 6 месяцев, находясь тут, будучи сингл. То есть у меня были подруги что-то, но мы не жили вместе. Естественно, я не тратил на них каких-то существенных денег, не считая там пары раз ходить в кафе. Не такие большие растраты. У меня был бюджет $680 в месяц. Что это такое? Это достаточно скромная жизнь, где ты себе позволяешь кушать здоровую еду, наслаждаться местными развлечениями, типа сходить на хайкинг, сходить на пляж, сходить на какой-то там водопад, заплатить entrance fee, входной билет. Ну, то есть какие-то такие маленькие развлечения для обычной жизни. Туда не входит путешествия на другие острова, куда-то полеты, какие-то резорты, туда не входит питье огромное алкоголя, поэтому $680 это нормальная жизнь без излишеств. Если бы, например, у меня был бы доход там $5000, я бы тратил, скорее всего, 1000. Потому что я бы кушал бы еще бы больше фруктов, дом бы снял бы где-нибудь там, чуть-чуть бы потише район какой-нибудь, да, условно. Есть нюансы, которые бы мог улучшить, но в целом этого мне хватало. Сейчас мы прокалькулировали последние 2 или 3 месяца примерно, по-моему, 3. У нас получилось $780. Получается, наличие женщины добавляет $100 к бюджету. Примерно, но мы изменили как бы внутренний бюджет. То есть если я ходил куда-то в бары периодически, где-то там кушал в кафе побольше, сейчас мы больше кушаем дома, потому что она хорошо готовит. Мы просто покупаем продукты и готовим. Если мы куда-то едем снимать, потому что мы часто едем куда-то вместе, я бы сказал, мы 100% времени проводим вместе, ну, может быть, 95%. Мы едем куда-то вместе, у нас нет времени готовить, мы просто кушаем в местных столовых. Для меня это вполне нормальная еда. Это обычный там рис с курицей, свининой, какие-то салаты, то есть, ну, что-то такое обычное. Для обычной жизни этого достаточно. Мы пересмотрели бюджет в пользу сократить кафе, в пользу, значит, готовки дома, и расходы наши не сильно увеличились. Я был на вашей свадьбе и знаю, что ты потрясающе готовишь. А скажи, пожалуйста, а дома в основном ты готовишь? Mostly me because Alex is busy, so I just cook what he likes. Filipino cook, he mostly really like it. We make dumplings when her mom is visiting us, same in Filipino, but more on like different shape. Do you already know any Russian words? I know some like hi, привет, and будь здоров or спасибо, пожалуйста, like you're welcome, right? Just basic because he teach me a lot, but it's so hard to learn because it's different. Лёш, я знаю, сейчас ты не платишь за жилье. Расскажи, как так получилось? Интересная история. У меня есть тут друг, с которым мы уже дружим, я не знаю, практически год, наверное, может быть, чуть подольше. Он тоже ютубер. Ему однажды пришло сообщение: «Хей, чувак, я тут строю, ремонтирую дом, и я там как бы не был, не живу. Давай я тебе дам ключи, если что, присмотришь, потому что я смотрю твой канал, я тебе доверяю, ты вроде нормальный чувак». Они друзья или... Не, вот такое сообщение примерно. Он такой: ну ладно, говорит, давайте, возьму ключи, типа, посмотрю. Он взял ключи, приезжает сюда, такой в шоке, большой дом, там типа бывший маленький резорт, но для дома это все-таки большой, там порядка 9 комнат разной площади, 2 этажа, и там идет ремонт. В общем, и как-то я с ним разговаривал, говорю, я тут ищу что-нибудь себе жилье какое-нибудь, потому что хочу что-нибудь, может, подешевле, или к Дауину поближе. Он говорит, у меня тут есть дом в Баконге, мне оставили ключи, говорят, хочешь, живи, типа, но там рабочие. Говорит, хочешь, давай посмотрим. Я говорю, поехали посмотрим. Мы приезжаем, да, там рабочие. Как бы филиппинская такая работа, это не значит, что все разнесено, это они вот приходят молоточком, там, тук-тук-тук, как бы и все. Он говорит, если тебя не напрягает, что тут нет кондея и шумят рабочие днем, потому что они только шумят с утра и до 5, в 5 они как бы сворачиваются все, то живи, пожалуйста. Плати за электричество просто, за себя и за рабочих, и живи. То есть ему как бы это на руку, что электричество будет условно бесплатно. Для меня это, естественно, такой цены я нигде никогда не найду. Я говорю, да не вопрос. Говорю, давай. Он говорит, я говорю, сколько пожить можно? Он говорит, ну, типа месяца 2, ну, может быть, 3. Я, ну, окей, я заехал. Там очень долгие истории с этим всем домом. В итоге я тут живу уже почти год. Никто меня не выгоняет. Я плачу за электричество. Рабочие то работают, то не работают. Короче, филиппинская эта стройка. Это такая отдельная тема для разговора. Но мне грех жаловаться. Я живу, плачу за электричество, как договорились. У нас там есть вся мебель, кухонька есть. То есть мы там можем готовить, отдельная своя территория. То есть для такой цены жаловаться вообще не на что. Единственное, конечно, рабочие немножко напрягают шумом, но шумом не молотками своими, а музыкой. То есть они приезжают, включают музыку. Но вот так как мы сейчас последние пару месяцев перебрались из одних комнат в другие, где они завершили ремонт, там намного тише.
и там вообще нету никаких проблем. Там меня вполне устраивает, кондеи там поставят, там 9 кондеев поставят, туда вкладывают и вкладывают. Но это уже как бы задача того собственника. Он знает, что я тут живу, он не возражает. Говорит, если этот друг мой блогер мне доверяет, то проблем нет. Тот мне доверяет, с домом все в порядке. Если они закончат и нам придется съехать, один из вариантов, конечно, мы найдем что-то. Учитывая мой опыт здесь, вполне реально найти дом за 10-12, ну, максимум 15 тысяч. Я не говорю, что это большой какой-то дом, но либо апартаменты, либо дом где-то, ну, может быть, у него будет не евроремонт, условно наш, да, но как бы более филиппинский, и все. То есть это вполне реальные деньги. Если хотите жить тут более комфортно, как мы привыкли, типа в Москве, тогда это будет стоить порядка 20, может быть, 25, чтобы ремонт получше. Ну, может быть, за 30 можно найти вообще шикардос. Хозяин этого дома, в котором вы сейчас живете, он иностранец? Да, насколько я знаю, он американец, я с ним никогда не общался, общаемся только через моего друга. Но к нам никаких вопросов, к нему никаких вопросов, то есть у нас все как бы обоюдно хорошо. Леш, ты на Филиппинах уже живешь больше 1,5 лет. Скажи, пожалуйста, что тебе нравится на Филиппинах и филиппинцах, а что тебе здесь не нравится? Раз я тут живу, большая часть мне нравится. Начну с того, что нравится. Тут потрясающий для меня климат. 32 градуса, 30-32, стабильно круглый год. Море, наверное, 27, не соврать бы, да, или сколько. То есть тоже круглый год можно купаться, чистая, прозрачная, хорошая вода. Пляжи тут не белые, а скорее коричневые, черные, потому что металл присутствует, металлические частицы в песке. Меня это не беспокоит, для меня вполне нормально, я не гонюсь за инстаграмными там фоточками. То есть для жизни меня это очень устраивает. Я считаю, это низкие цены жизни тут, по моим ощущениям. Понятно, что это не самые низкие, и понятно, что не всем это подойдет. Объясню, что местная кухня не всем подходит. Тут нету, условно, больших театров каких-то, хотя есть картинные галереи, тоже кинотеатр, один или, может быть, даже два. Такого разнообразия, как в Москве, тут нет, но много кафешек, много куда сходить с друзьями, много приятных людей, и местных, и американцев, и европейцев. И русские, в принципе, достаточно приличные ребята тут. Ну, за некоторым исключением, может быть, но в целом тут их не так много русских, как в Таиланде. Кому-то это плюс, кому-то минус. Кто-то любит находиться всегда в российском обществе. У меня не было такого стремления. Я общаюсь и с русскими, и с иностранцами наравне. И свадьба у нас была, были гости русские, были иностранцы, и местные были. То есть, поэтому хорошие люди, добрые, доброжелательные, хорошая атмосфера. Опять же, это не совершенный мир какой-то, это не рай на земле. Тут тоже происходит криминал, тут тоже могут ограбить, могут напасть ножом, что-то еще. Это иногда происходит, но это скорее из ряда вон и всех шокирует. Но это тоже происходит, как и везде. Нету такого места, что ты полностью защищен. Тут практически нету никакого предубеждения к русским. Иногда может это встретиться, но типа настолько меньше, чем в Европе или где-либо еще у наших соседей, что я бы сказал, практически нет. Один раз мне в Western Union, когда мне делали перевод из Америки, мне сказали, вы русский, подождите, надо проверить, согласовать с начальством. Я говорю, в смысле? Они такие, ну вот надо нам спросить у начальства, не будет ли у нас проблем. Я говорю, я у вас 2 раза, уже 3 раза получал перевод в вашем офисе. Проблем не было. Они такие, подождите. Они, значит, что-то проверили, поговорили с начальством, проблем не было, выдали деньги. То есть это единственный момент, когда я встретился за все время. Это как бы из хорошего. Еда. Мне еда подходит больше, чем российская. Ну вот, я очень привередливый в еде, я не люблю много русских блюд, там селедку под шубой и всякие салаты с майонезом, я вообще это не ем. Вот такой у меня дурацкий вкус с самого детства. А рис с курицей, это мое все, как бы, поэтому тут я себе найду еду, как бы, в любой забегаловке, да. Опять же, эта кухня не всем подойдет. Потом, девчонки, на мой вкус, мне нравятся. То есть, если вам не нравится филиппинский, азиатский тип внешности, конечно, это будет не ваше место. Мне это плюс. Хотя, опять же, у меня были отношения с разными национальностями, и меня это не останавливало никогда. Хорошее тут комьюнити иностранцев, я имею в виду всех, российских и американских, любых других национальностей. Тут есть группы, как бы такой коллектив, который может тебя поддержать, ты можешь обратиться через друзей, ты обязательно кого-нибудь найдешь. Мне это нравится, мне нравится, что тут интернациональное все. Здесь много туристов из разных стран. Здесь нету каких-то предубеждений, тут нормально относятся и к трансам, и к геям, и к совместному сожительству. То есть, если вам это не нравится, вам надо, скорее всего, поискать какое-то еще место, чтобы... Да, гомофобам тут будет тяжело. Да. Что мне нравится еще? Мне нравится, что тут мне ощущается намного свободнее, чем когда я жил в России. Я могу говорить все, что я хочу, за войну, не за войну, за любую тему. Тут очень свободная вообще, в принципе, система, как бы, страноустройства, я не знаю, как это сказать. В общем,
дорожное движение, да, у нас очень зарегулировано, у нас куча камер, у нас постоянно штрафы, так нельзя, сяк нельзя. Тут знаки практически отсутствуют, светофоров вообще нет. И вот так у них, в принципе, во всем. Они достаточно легко относятся к жизни, но это же и плюс, и минус. Если вы хотите строить дом, если вы хотите строить бизнес, это может быть большим минусом, потому что вы, может быть, привыкли к строгому выполнению графика, приезду вовремя и всему прочему. Тут это не совсем канает. Тут люди как бы южные, и там, если они сегодня не пришли, это, ну, не то чтобы нормально, но такое встречается. Или там сиеста у них там 2 часа среди дня, или работают они очень долго и все прочее. То есть есть нюансы, что не нравится, да? Из не нравится шум вокруг, потому что караоке, значит, петухи, это все для них норма. И не норма, если ты к ним придешь и скажешь, что давайте-ка уже 10 вечера вырубать шушарманку. То есть, если ты хочешь завести врагов себе тут рядом из местных, это вот верный путь. Тебе приходится принимать то, что люди могут отмечать караоке. Вот у нас за стеной фиеста, она продолжилась почти 2 недели, караоке с утра и до вечера. Такие моменты, я бы не сказал, что они могут нравиться, тем более те, кто пели громко и очень плохо. Меня прям очень сильно подбешивает их отношение к мусору. Что на площадях нету мусорок. Просто я не могу выкинуть бумажку, потому что нету нигде мусорки. Они могут кинуть пластик прямо вот так на улице, на пляже, в море. Их вообще это не останавливает, и это прям очень бесит. Ругаться с ними невозможно, мне кажется. Иногда моя жена уже им делает замечания, потому что я считаю, она местная, она имеет право. Хоть я тут и уже обзавелся какими-то, да, минимальными правами, но все равно я считаю, что я все-таки иностранец. Тыкать местным, как им тут жить, ну, не совсем с руки. Мы пытаемся на это воздействовать немножко по-другому. Мы уже организовали один, как минимум, сбор мусора на пляже, еще принимали участие в другом. Мы делали об этом видео, собирали людей, то есть делали какую-то вот такую информационную работу, пытались кого-то воодушевить, собирали коллектив из местных, иностранцев, экспатов, то есть там были все национальности, русские, американцы, европейцы, там были все филиппинцы, все убирали мусор, пластик, сортировали, значит, все дружно работали. Я не говорю, что мы как-то вычистили территорию, нет, ее невозможно вычистить маленькой группкой, но мы можем сделать какой-то эффект, какое-то воздействие на людей, которые смотрят, может быть, на других островах, может быть, на нашем, и как-то хотя бы будут немножко задумываться о том, как себя вести, потому что это реально бесит. Идеального места нет, но недостатки для меня достаточно маленькие и незначительные для меня. Если вы собираетесь куда-то ехать и решаете, где вам жить, хорошо бы иметь какой-то список того, что вы хотите там и что вас точно не устраивает. То есть, если вас не устраивает уровень жизни местных, который достаточно бедный, которому достаточно простой жизни, если вам это не близко, то, наверное, лучше в Европу. Всегда лучше приехать, попробовать, понравилось, остаться или сделать какое-то решение. А по твоему мнению, в чем отличие русского парня и филиппинца? For me, it's the same. 2 eyes, 1 nose. Yeah, 2 eyes, 1 nose, whole package, you know. But the thing is, foreigners more attractive, like more handsome. Как давно вы уже живете с Алексом? It's already 8 months, yeah. Когда ты уже начала жить с Алексом, столкнулся ли ты с какими-нибудь трудностями в быту? Может быть, из-за разной культуры, разной кухни или разных привычек? I didn't handle any consequence or some kind of problems. Just on how to understand him sometimes, like how we speak, because we cannot understand our, English. Because we are both not fluent in English. Nothing else, yeah. I didn't think about struggling, and I didn't think about doubting. Лёш, вы планируете остаться жить здесь, в Думагете, на Филиппинах навсегда, либо у вас есть планы поехать в другую страну, может быть, у вас есть планы поехать в Россию? У меня есть планы поездить по островам, конечно. Это нормально тут взять паром, поехать на соседний остров. Это стоит не так уж дорого. Можно полететь самолетом, остаться там на недельку или там несколько дней. Я тут уже путешествовал по местным островам и планирую дальше это продолжать. Но у меня раньше был план поехать в Таиланд или на Бали,
в качестве визарана. Сейчас мне это уже, скорее всего, не нужно будет, потому что я буду оформляться на другую визу буквально вот со дня на день. Поэтому у меня нет планов выезжать из страны, однако мы ждем ребенка, дочку, и моей жене, и я уверен, моей дочке будет интересно посмотреть на снег. Поэтому, когда обстановка будет в России более спокойная, я допускаю, что мы приедем, навестим друзей, побудем там зимой, съездим куда-нибудь там на гору или еще как-то вот посмотреть снег, потусоваться, может быть, там недельку, 2-3 и, собственно, обратно сюда. Такой мой план сейчас. Если ничего плохого не случится, да, непредвиденного, как нас научила наша Родина, в любой день может начаться война, да, ты никогда не можешь планировать, не учитывая внешние обстоятельства. То есть, если обстоятельства изменятся, я не знаю, война с Китаем или все что угодно может случиться, да, мы будем рассматривать какой-то переезд. Но пока, я считаю, для нас это не идеальный, но близко к офигенному варианту, месту проживания. А вообще у вас какие ближайшие планы? Есть ли у тебя план, может быть, купить землю, построить дом, что-нибудь такое? Да, безусловно, у меня есть планы строить, что-то вот покупать, но, во-первых, сейчас у меня нету бюджета на покупку недвижимости. Даже если что-то там придумывать, но, понимаешь, истратить все деньги, когда ждешь ребенка, это такое себе занятие. Тем более, покупка недвижимости тут, если вы хотите сэкономить на аренде, особо не канает, потому что окупаемость недвижимости порядка, если вам повезло, лет 7, это если вам крупно повезло и недвижимость дешевая. А если вам не повезло, это типа 10-15 лет. Поэтому сэкономить вряд ли получится. Проще уж поснимать до тех пор, пока не будет возможности лишних денег куда-то инвестировать. Тогда, конечно, имеет смысл купить, что-то построить, перепродать, как-то еще. Это с точки зрения дохода имеет смысл. Если мы найдем какой-то вариант, где мы сможем, я не знаю, как-то вот приобрести с нашими нынешними доходами, да, возможно, мы будем рассматривать. Но цели такой ближайшей нет, только на перспективу типа там 5, может быть, плюс лет. Я не знаю точно, потому что как это пойдет, предсказать сложно. Это твой первый ребенок, у тебя в России нет детей? Скажи, у тебя изменилось как-нибудь отношение к жизни после того, как ты узнал, что ты станешь отцом? Как-то приоритеты, может быть, в жизни изменились, планы поменялись? Или ты там как двигался, так и двигаешься? До ребенка я чувствовал себя более свободным к перемещению, потому что даже если я уеду на гору к местным филиппинцам, я достаточно живучий, я могу прожить. Мои потребности невысоки, роскошной жизни мне как бы не надо, но сейчас я понимаю, что с ребенком мне нужно находиться где-то в досягаемости клиник, потому что если ребенок заболеет, нужно везти в больницу. То есть если сам я могу там отлежаться, что-то как-то, но с ребенком все-таки ответственность больше. Поэтому мое мироощущение немножко скорректировалось, но процентов там 15, если так назовем, да, то есть это не сильно что-то меня поменяло. Я просто понимаю, что теперь мне нужно быть более спланированным, более осторожным с спонтанными покупками необдуманными, да, и быть более ответственным, но опять же, я не был каким-то супер разгильдяем раньше, я старался им быть, но все равно в душе оставался таким прагматичным человеком. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если история Алексея вам понравилась, то с вас лайк, комментарий и подписка. Всем спасибо и всем мира. В общем, Лехина свадьба закончилась дракой. Эта девушка устроила скандал и сцену ревности. Пыталась спрыгнуть с 3-го этажа, пыталась утопиться в море. И теперь, когда я шел домой, она увязалась за мной. Я не знаю, что с ней делать теперь.